У нее что написано там? Мухаммад Муджаид, Мухаммад Сират Муджаид. Его имя Муджаид. А фотография чья это вот там? Мухаммад Якуб, Мухаммад Якуб. А, Это наш министр обороны. всем добрый, жаркий афганский полдень. Сегодня в Афганистане праздник. Как вы поняли, по количеству белых флагов. Везде, абсолютно везде сейчас они висят. Не только на административных зданиях, но и практически на каждом доме. То есть все дома, которые идут вдоль центральных улиц, везде висят. Праздник посвящен 3-летию вывода американских войск с территории Афганистана. И все сегодня радуются. Еду и размышляю. Допустим, я взял такой флаг. Просто вот для меня он, это какие-то ассоциации с Афганистаном. У других это другие ассоциации. Земля, она круглая. Это просто кусок материи, да? На нем написано. Если я покладу в свой чемодан и привезу, и у меня, не дай бог, это обнаружат где-то в аэропорту, у меня будут, прям серьезные проблемы. Лучший вариант, я не знаю, даже отмажусь, я не отмажусь, тут ни о каких административных штрафах речи не может быть. Тут придется долго объяснять, для чего тебе он. Просто из-за какого-то куска полотна. Что-то пальцами один по-другому стукнул. Копье Меркурия в зеркало Венеры. На жестах показал, что будет. Сейчас на заправке было написано, это название заправки, Аль-Мустафа Мухлис Петролиум. Дословно это переводится Мустафа, честный продавец бензина или честно продает бензин. В общем, честный Мустафа. Честный? Кто на что гораст? Нет, он просто очень грамотно все это продумал. Бизнес-идея хорошая. Немножко афганских народных мудростей, пословиц. Если ты сидел и встал, значит ты стоишь. Дважды в одну реку не войдешь. После свадьбы жди через 9 месяцев ребенка. Если птица летит на север, значит в противоположной стороне юг. Если на дворе темнеет, то скоро ночь. Если есть яйцо, значит будет птица. Вывеска. Хваджа Заид Ридж. И здесь вот видно, салам алейкум, была река раньше. Но нас не река интересует, нас интересует. Индюк. Да, индюк. Нас Не, интересует. Я вижу. Нас интересует вот этот вот 2 танка. Или 1-2, да. Они вот со времен войны как остались, так и стоят здесь. Игрушки для детей. Инжир в Афганистане один из лучших. Очень сладкий. Даже неожиданно, если честно. Полезен для глаз. Если со зрением там проблемы какие-то. У меня все хорошо, Денис. Я съем парочку. Это не в твой адрес. Таким грязным, как сегодня, я еще, наверное, никогда не был. Все вообще в пыли, все вещи в пыли. Едем уже часов 6. Еще чуть-чуть и доберемся. Надеюсь, успеем на праздник. Большое количество вооруженной охраны говорит о том, что скоро мы будем в Кабуле. Самое главное сейчас это проехать посты. Их сейчас на подъезде к Кабулу будет очень много. И, естественно, тщательный досмотр будет.
За весь день мы сегодня съели ничего. Будешь яйцо? А куда его чистить вот сейчас купить? Да вот сюда на стол. Мальчик продает яйцо, я думаю, может. А у него и соль есть, да, там? Нема комдори? Бьет. Съем. Я куда-то положил деньги, не помню. Может, будешь тоже? Да не надо брезговать, не стесняйся. Я не буду, я сегодня не могу. Да я отдам. Нет. Лайки. Везде, где мы останавливаемся, что-то сегодня проблема с рисом. То есть какие-то, ну, блюда, которые нужно есть с большим количеством хлеба. Каус сегодня питается только сникерсами, отборными. Мне кажется, процентов 80 бы из моего окружения, 99 даже не дотронулись. Брезгуют. Да нет, я не брезгую. Ну, я имею в виду, я не брезгую. Но другие, да. А чё брезгуют-то? Что, все городскими родились, что ли? Я вам вообще где родился? В курсе? Такие же яйца, такие же люди. Вот еще б, знаешь что? Еще помидор бы один, и у меня прям отличный обед был бы, да. 3 яйца и 2 помидора. Пацан думает, хоть бы он все яйца съел. Он их просто мне поставил, ешь. Говорит, на здоровье. На, съешь. Я одно съем, но у меня Не стесняйся. проблемы бывают. Он уже считает, опа, 3, уже 30-ка. 30-ка уже. Отлично. Пес. Яйца с энергетиками, это лучший обед. Лучший обед. Главное, чтобы все было хорошо в будущем. Тебе еще 2 почистите? Не, давай, чисти, я все равно. Не, я думаю, 3 уже, мне кажется, много. Хватит. 2 достаточно. Оставь себе. Спроси его, пожалуйста, сколько он в день, если не секрет, яиц продает? Просто интересно. В день 60 штук. Ну как? 60 штук? Ну он правду хоть говорит. Другой бы сейчас сказал, Интересно, сколько прибыли вот он зарабатывает с яйца одного. Сколько вот яйцо 10, 8 афгаников стоит, 10, 8. Где как? ну пускай 8. Но они оптом берут, скорее всего, по 7 даже. Ну да. Ну и 3 афгани с яйца. да? Вот чистыми 2 афгани там с учетом Газа электричества. или все остальное. Ну да. Где-то 160 до 200, короче. Ну, молодец. Работает. Знает цену. Чем ближе к Кабулу, тем люди все упакованнее стоят. Сейчас чекпоинт проезжали, и у одного, я не знаю, как правильно называется, вот эти 2 ракеты, автомат, пистолет, он в очках, с рацией, у него камера, ножи в ноге, ну, то есть как настоящий Рэмбо. И второй стоял с винтовкой, ну, со снайперской. То есть все серьезно. Серьезные замесы. Вообще Афганистан самая серьезная страна. Ну, он как Рэмбо стоял, только зовут его Рашид. Такая картина интересная, но не вытащишь камеру, не поснимаешь. Могут еще и отобрать ее. Что уже было? На улице уже темнеет. И мы сейчас едем в то место, где максимальное скопление будет людей Т. Это такие вот перекресток 9 дорог, допустим, назовем его. Все правильно. Все радуются, все ликуют. Перед нами сейчас ехал Форд. Прям хороший кадр был, но у чувака лицо
Как будто он на ужин по 3 человека съедает. Я просто не стал У наводить. него палец был на предохранителе, мне не понравилось. Да, и палец на курке. Ну, это что у него в голове? Вот он перед нами. То есть мы не в броневике едем. Как говорится, мертвые не разговаривают. Казалось бы. Ну, я честно скажу, сегодня как-то жутковато. Вот реально жутковато. Несмотря на то, что я здесь уже не первый раз, но все равно такая атмосфера слишком колоритная сегодня. Магазины все работают в штатном режиме. Продавцы энергетиков тоже продаются. Но государственные органы выходной. Сколько этот праздник отмечается? А вот Один сегодня день? все, завтра уже все на работе. Перед нами машина, которая перевозит курицу живую. Ну и диски для машин, по-моему, 24/7 работают в продаже. Товарищи полицейские сегодня в белых рубашках, стоячие воротники, ну видно, накрахмалили. Я не знаю, организация им стирает или жены, но четко стоят, как красавцы сегодня. В штиблетах кожаные, все лакированные, кремом смазанные. Сзади мотоциклист, главное, чтобы не дернул телефон. Проехал вроде. Без потерь? Да. Слева дынные ряды. В некоторых машинах даже по 2, по 3 флага торчит. Там 2 сразу. На чекпоинте посмотри. Ну, что смотри, все- сколько радости в людях. Это с чем связано? Подожди, это девочку надо пропустить. Радость. Смотри, что там творится. Да, Вон, ну я вот вижу, это, вижу, я же вижу, тебе вижу, говорю, вот вижу. это мы же движение. Вот это. Там снимать можно? Да, вот мы сюда едем, зайдем. Там точно камеру не отберут сейчас? Не отберут, да. Здесь вот идет прям движняк какой-то. Я включаю аварийку и снимаю. Здесь делают какие-то фотографии с маленьким. Он ютубер, да? Да, по-моему, Давай. Бя. Меня, говорит, Он просит его снять. Salam aleyküm. Салам алейкум. Numaramız. Что-то говорит, я не пойму. Kime gelmişsin? Şu değil, çeker Az kunduz amadim. Hoş olmadı, komedi Говорит, добро пожаловать в Кабул. Спасибо. Ташакур. Şu hizmet günü var. Говорит, что мы к вашим услугам, если вдруг что надо, парень. Спасибо большое. Говорит, иди сюда. Da mücahidin de da. Говорит, Ha, asker de mücahidin. Все, сняли. Da У него что написано там? Мухаммад Муджахид, Мухаммад Сират Муджахид. Его имя Муджахид. А фотография чья это вот там? Акция Кия спортсон мейкуна. Мухаммад Якуб. А, Это наш министр обороны. Как думаешь? все серьезно здесь. Да. Ребенка на машину даже сажают. Все фотографируются. Здесь какая-то активность возле нас началась, поэтому мы уходим. Я даже не знаю, как описать. Такая нездоровая активность, да? Ну, я тебе говорил, что такое будет. Это Да, вроде бы. чревато. Ну, как бы, они рады, ты видишь, они сказали, что мы рады, что мы можем отметить там день нашего освобождения и желаем того же самого другим странам. И рады, что вы, гости, можете ходить по нашей земле без всяких проблем. То есть, вот так и отмечаем. То есть береженного Бог бережет.
А есть еще какие-то места, где прям массовые Мы гуляния? сейчас Это, наверное, будем проезжать мимо Шарнау, там тоже должно быть что-то. я думаю, еще знаешь, где сейчас много народа, где флагшток? Ты хочешь туда поехать? Там вообще, Денис, месиво будет. Там опасно, да? Ну, я вообще иностранцам не советую. Там, понятно, празднуют люди, но каждый к иностранцу относится по-разному. На 100 человек найдется один, который, быть может, захочет у тебя что-то спросить за былое. Понимаешь? Или еще какая-то... Ну, я не хочу, я отвечаю за твою безопасность. У меня мой ствол всегда при мне. Я буду защищать тебя всеми силами, но... Договаривай. Но бегаю я быстро. Да. Поэтому мы сейчас мимо Шарнау, мы как бы увидели, что сегодня в городе было Что у очень них все много. хорошо. Ну, видишь, смотри, посмотри, снимай, ты же видишь это, да, все? Да. Что происходит? Как бы, ну мы это все уже... Ты же, у нас сейчас с подствольником с каким-то едет. Да. Я же тебе говорил, М249 у человека было там. То есть это такой машинган сильный. Он просто его так вот поднял одной рукой. Ты вот двумя, я его двумя не подниму. Короче, Кого? ну отмечают. Отмечают. Можно снимать? Можно снимать, да. Они тут всегда продают флаги. Видишь, парень на велосипеде. Ну смотри, если бы это было... Ладно, Да. проехали. Мы поняли тебя. Просто я начинаю предложение, вы его заканчиваете. Дорогие подписчики Дениса, вы уже нас знаете как облупленных. Ну, хочешь, я его закончу, ты начни. Нет, все. Они тебя тоже знают. Сейчас проехала машина, из которой доносилась музыка. Сначала мы подумали, что это нот, Но потом услышали, что это музыка, ну, которая, в принципе, запрещена. Но так как сегодня особенный день, все ослепли, оглохли. Ну, в общем, музыка, слова в музыке «Рай» — это Афганистан. Добро пожаловать всем сюда. Наконец-то мы в Кабуле, в центре. Ну, здесь все в экипировке, с флагами. Это мечеть или откуда? Да, это мечеть прямо вот тут рядом. Из мечети идет молитва или азан? Азан. Азан. Призыв к молитве. Пацаны, нет мелочи. Вот здесь, наверное, поменяем, да? Да, вот тут. И перекусим. Как обычно, быстрый перекус. Подошли к дядюшке, к дядюшке поменять деньги. Он говорит, будь аккуратнее с телефоном, могут вырвать. Ну, не замечал такого, если честно. Хотя у нас один раз выдергивали из машины пакет с хлебом. Это как раз мы хлеб раздавали. Больше, в принципе, случаев не было. Но, как говорится, береженого Бог бережет, поэтому надо быть бдительным и аккуратным. В городе я бы не сказал, что вот прям сильно заметно. Ну, катаются все радуются, что выгнали Америку, что 3 года уже сами управляют страной, ни от кого не зависимы. Пытаются. На твоей памяти первый год вы его отмечали более пышнее, чем сейчас? Нет, ну смотри, на моей памяти первый год были заняты совсем другими делами. То есть это не было как сейчас. Было собрание возле некоторых перекрестков, они стояли, ну, люди выходили на улицы, они стояли с флагами, но не так, как сейчас. Вот. Первый год и этот год, да. Тогда была суматоха, надо было что-то делать, ставить министерство на ноги. И как бы это все уходило в то, что они были заняты, не было много людей на улице. Но сейчас они и в саммит, мы видели с тобой, выходят на улицы, и главы выходят, и люди выходят, поддерживают. Как бы это получилось так, что народ поддержал. Национальный праздник. Да, ну как бы. Где его отмечают сильнее? Вот в центральных частях? Вот, например, возьмем Кабул и Мазари-Шариф. Да. Или здесь все-таки будет сильнее? Ну, нам с тобой повезло, что мы сегодня ехали как раз по дороге и видели, что и в провинциях принципе, висели да. флаги, да, и в Кабуле хорошо отмечают. Ну, как бы люди, очень много было охраны на подъезде к Кабулу. Они не хотели, чтобы была вот эта давка машин.
каждый километр чекпоинт, и они машины выравнивали, чтобы не было По-моему, пробки. таксистов даже, да? Да, таксисты, большие машины, которые едут с Мазара, с продовольствием. Тормозили они. Да, просто они стояли сегодня. И, слава богу, вот сейчас сколько времени у нас? У нас 8:26. 8:26, пока без происшествий, пока тихо. Спокойно. Ну, в принципе, в прошлом, позапрошлом году тоже было без происшествий. Дай бог, что было все хорошо. Конечно же, у нас с тобой быстрый перекус, потому что мы сегодня с тобой выехали в 7 утра. И мы только ели и пили энергетики. Сейчас будем кушать. Быстренько. Что у вас сегодня на ужин? У нас сегодня на ужин кобели, курица и салат. Кобели – это местный плов. Местный плов, да. Ну, известный. Кобули, да? Это Q идет, понял, как кобели. В общем, афганский плов, Афганский плов, да. который едят каждый день. Все. Мы с тобой. Быть может, не все. Мне кажется, все едят Да, каждый все. день по 2 раза. Ну мы заходим в рестораны, все едят. Но мы с тобой смотрим, что заказать. Давайте нам кобели, да? Ну, просто всегда, куда бы ты ни зашел, спрашивают, вы будете кебаб, кобели плов Курица? или кебаб? Или куриный кебаб. Поэтому без вариантов. Ну, в Кабуле очень трудно питаться правильно, по-здоровому, потому что кобели жирные, кебаб это, сами понимаете. Ну и когда заходишь в рестораны, просишь салат или что-то такого, то есть на тебя могут посмотреть косо и сказать, ну, блин, салат? Какой салат? Какой салат? Тут люди приходят поесть нормально, как мужчины. Ты помнишь, я никак не забуду то, что ты мне сказал в первый раз, когда ты приезжал. Ты мне говоришь, ну я говорю, вот мулонг. Ты говоришь, а что это? Я говорю, ну тут мяса очень много, но я не ем. Ты говоришь, это еда настоящих мужчин. Ты должен, значит, типа не ешь, что ты не ешь. То есть, ну сейчас ты тоже не ешь мулонг. Денис? Баранину? Ну, Ну, много я- мяса. Смотри, я бы ее съел с удовольствием сейчас, просто мне придется много хлеба съесть, Я я же себя знаю просто. Я не могу вот просто взять мясо и есть. А вот в это блюдо роши, или как его там называют, мулон, Мулон. туда по-любому хочется макнуть хлебушком. Да. Это вот прям без вариантов. Так что мы с тобой сейчас на одной волне. Салют будет сегодня, нет? Был только что, мы с тобой проезжали, Это но мы... один Да, ну, с машины стрелял кто-то. да. Но мы с тобой заняты другим были. Судя по тому, что в 10 часов вечера можно заказать плов, и его несколько раз в день готовят. Да, они готовят раз до 12 часов, А, раздают, и один после 2 начинают готовить. То есть люди у вас и вечером любят плов поесть? Ну, я же тебе говорил, у нас обед и ужин составляющая часть в большинстве семей. С наступлением вечера начинается какая-то тревога. И это уже я не первый раз замечаю. Вот утром ты прям благоухаешь. Наступает вечер, все, какая-то нервозность. Ставьте, ставьте. Не бойтесь. Так, а можно Да, еще, да, пошел, еще да, одну ложку попроси, пожалуйста? Я им сказал уже. Так, ну что здесь? Пол курицы? Или это не пол курицы? Половина. Это половина? Да. Или четвертинка? Половина. Да, Ровно. половина, она маленькая. Фасоль, плов, салат и белая какая-то штука. Первые эмоции в новой стране всегда идут хорошие эмоции, такие вот прям ты, когда занимаешься блогингом, первые 3 дня, потом ты немножко остываешь, ты уже привыкаешь к стране, и ты перестаешь замечать какие-то мелочи, детали. Вот обостренное чувство именно в первые 3 дня идет. Но мы уже привыкли. Мы уже привыкли. Страшно вкусно есть. Приступаем? Приятного аппетита. Мы здесь пробовали или нет? Ну да. Тут лучше всего готовят кобели. Грех испортить басмати. И вот здесь вот это
Ты в курсе, что вот эту штуку и в Иране тоже готовят? У вас даже Да. кухня чем-то смахивает. Да, вот Иран, Пакистан, Индия, она все чем-то похожа, но где-то остро, где-то не остро, где-то более красивее подают. Почти одинаково. Да. Стандартный набор еды. Сначала она вот так вот висит, потом ее располовинят и вам отдадут. Ну а мы идем дальше. Впереди один из перекрестков, где сейчас много людей, но один человек советует не сворачивать направо, потому что мало ли что. Как говорится, один раз в год ружье стреляет. Да. Пацаны просто тут с друг другом вели беседу, и произошла очень культурная беседа, что я аж засмеялся, поэтому я прошу прощения. Вот эта мечеть называется мечеть Чары Ширпур. Как? Ой, точнее, может Джами Хаджи Якуб. Мечеть Якуба? Мечеть Хаджи Якуба, да, это Хаджи Якуб был. Хаджи Человек. это тот, кто сделал хадж. Да, да. Этот перекресток называется Хаджи Якуб, а это мечеть в честь него названная. Афганистан такая страна, в которой всегда думаешь сам про себя, а можно ли включить камеру или нет. То есть не везде ее можно включать. Как закон подлости, я только включаю видео, все Они интересные проезжают. машины проезжают. Сейчас будет еще, я думаю. Ну, а здесь яблочки. Даже на столб кто-то залез и водрузил флаг. И интересно, как туда вообще лезли. Возле яблок стоять спокойнее. Хо, як полосик бы ты? Это хорошие яблоки? Говорит, хорошие. И куда чья снова сейчас сорт? Кило 750. Ну, короче, называется сорт Гуляй. Хороший. Сейчас, подожди. В общем, видите, да? 2-килограммовая. Лучшие и яблоки вот Афганистана это они. 250 грамм. 750. Нет, он пакет кинул, там что-то на Да-да-да. 250 грамм выровнял. Так, я думаю, нам хватит. Вот, пожалуйста. Очень интересно. Слушай, как они на меня смотрят, мне не очень интересно. Мне кажется, они ужинают крокодилами. Выражение лица такое. Крокодилов они ели на завтрак. Антилопу на обед. А мы с тобой что сегодня на обед ели? Ничего. не Я сильно. просто... Ну сейчас Обед был. получше стало, Денис. Вот, надо фруктов есть больше. на Да. самом деле. Говорит, анжир не будете? Не-не, мы сегодня ели. Да, эмроз хурда будем даро да кундуз. Да кундуз остат. Товарищ афганец, будьте добры мне объяснить, почему два взрослых юноши за ручки держатся. Денис, вопрос, кстати, очень такой, знаешь, ну все задают. Дело в том, что если ты очень близкий друг этого человека, или ты его брат, или считаешь, что как братом вы выросли вместе, это показывает крепкую дружбу. Никаких левых мыслей. Это крепкая дружба, это значит, что они доверяют друг другу. То есть, если мы с вами, дружим хорошо, мы можем, отдыхать вместе. Ну, ты сам знаешь, как это происходит у других людей. А здесь просто им и хочется показать свои чувства. Понимаешь? Людям, что это мой брат, А мой есть друг. вероятность того, что у них есть жены? У них 100% жены. Это же просто дружба Даже при показывает. наличии жены. Конечно, Есть это такие ничего чувства страшного, к Денис. своему другу. Давай руку. Ну ты же мой друг. А я помню, меня схватил один Ты Саров. помнишь, да, первый раз ты приезжал в Джалабаде, в Батикоте, тебя Талиб схватил за Да, руку. он меня схватил. Я Я, еще стоял, ржал немного от смеха, мне смешно да. было. Я 10 фотографий сделал. Одна получилась нормально. Ну а ты с кого-нибудь за ручку держишь? Нет, я же тебе рассказывал, я когда только приехал сюда, мне мой двоюродный брат по папиной линии просто берет меня за руку и начинает вокруг аэропорта со мной вот так гулять. Я показываю, что это, то есть, папе, что происходит, он мне говорит, нормально все. Типа, потом он мне объяснил, что это значит. Да. Знаешь, что я сейчас вспомнил? Ну, Наша Раша, Дулина Михайлович. нет.
У него в конце концов получилось. Я не знаю, получилось или нет. Проскакать на Ну, коне. На коне. Там мне очень нравилась, кстати, эта передача. Морковь. Банан зеленый. И манго пакистанская. Маленькие мальчики. Они что-то здесь делают. Воду. Сейчас им... Tu avaka koshok jam Мороженое. mikuni. Avaka ты Прости. koshok jam mikuni. Я у него спрашиваю, ты воду ложкой убираешь? Он говорит, да. У нее есть родители? Мадара подарит куджас. А? Хонат? Дома. Да? А сколько времени родители не беспокоятся, что он так поздно? Но вахт нейста хона на мири. Это не мама его рядом сидит? Мири? Рядом не мама сидит? Не Сзади знаю, тебя? не могу сказать. Сейчас даже развернуться неудобно. Он говорит, да, пойду домой скоро. Это братья? Бядара катас? Да, это его брат. Он моет машины тут. Малого с собой привел. Что? А? Сейчас мы вам мороженое дадим. Мороженое. Не-не-не. Айскрим. Говорит, меня не снимайте. Мороженчик. Меня снимайте. Эй, пауэрбанк у тебя, да? Вот этой ложкой они вот эту лужу выгребали. Или это инициатива, или... Подозреваю, что малой игрался, пока старший работал, он машину вот умыл. А, прям здесь на месте. Ну вот он, да, моет. А малыш просто... Да им тоже особо за мойку, да, не дают там по 20, 50 афгане. 50 афгань Да. дают. А ему надо где-то воду еще взять? Да, он договаривается с, ну, с вот этими ресторанчиками. Ага. Залетает, берет ну, там, одно ведро ему хватит помыть машину. Ташако. Эх, малыши, малыши. Жалко. Энема. Отлично. Бахайр вообще. Более бахайр, более. Пойдем? Идем, Дальше? да. Мы сейчас с тобой заходим в одну из самых, Вот, сейчас вот, я вот, женщине вот, дам денег, ну, потому что жалко. Эна Мадарджан. Ну, это одна из самых неудачных улиц для съемок. Это улица разбитых фонарей в Кабуле. Ну, у нас двое. Ну, сейчас еще так чувствуется, да? Нормально. Денис, все хорошо. Все хорошо. Через 3 часа вот здесь Да, уже через 3 ходить часа, когда будет уже неприятно. 11 часов, вот так вот с телефоном просто не походишь. Я думаю, в любой стране в 11 часов ты просто так не походишь. С телефоном. Ну, С айфоном тем более. наверное. Ну, Nokia нормально еще 3310. Мне кажется, там не будут разбирать люди. С Nokia ты идешь. Да, кстати, ситуация Или с 15. обязывает, чтобы ты просто достал телефон и отдал. Они не смотрят модели. Здесь прям жестко вас отбирают, да? Ну, Нож не прикладывают? нож, пистолет, калашников. Ничего не прикладывают. Но смотри, я за все время, что тут прожил, у меня телефон не украли, и я не терял. Просто стоило мне на месяц поехать в Пакистан, Денис. Я не знаю, я это всем уже, наверное, сказал. И у меня просто мотоциклист вырывает телефон из руки. Я был в шоке. Як дусе? Салата варка. Давай ему, говорит. На, держи на этот телефон. Давай. Ну все. Слушай, ну вот так просто дают, Да? без проблем. Ну это ж друзья. Они даже не знают, что у меня в голове, да? Нет. То есть Они я знают, что разверну? ты мой друг, они меня знают. А, все. То есть я гарантия. Не делай ничего плохого, Сделай, пожалуйста. пожалуйста, фото теперь. Я уже сделал. Теперь он с этим. Говорит, выключи свет. Слепит его. Да. Это охранники аптеки, правильно? Нет, это охранники всей больницы. Больницы. Да. Они где-то тренируются, стреляют? У Ой, них шумо есть кудам какие- джай байсаб пешазик да ми вазифа биаин. Тамрин шумаро мейта, тамрин мейконе, я омадеги мигири, боз мей. Конечно, говорит, да. Да? Да. У них только калаши или еще какое-то Он оружие? сказал, у другого на смене М4-16, он завтра будет, говорит, приходи, обязательно сделаем фотографию. С базуками они не сидят здесь? Нет, с базуками не сидят, но ты даешь. Пошли, нас человек ждет. Все. Ташакур. Ташакур. Зинда баши. Teşekkür. Спасибо. Ben teşekkür takip edeceğim. Ташакура я отгреб, да.
Мы пришли в нашу штаб-квартиру, но нужна конфиденциальность. Поэтому свет отключили. Сидим без света в темноте. Я, Каус, яблоки и чай. Сказали в ближайшие 30 минут свет даже не включать.